Виктор всегда завидовал Алексею. Не потому, что Алексей был успешнее или умнее. Нет, просто в жизни Виктора не хватало того, что казалось простым и доступным. Но именно этого ему хотелось больше всего. И вот этот кот. Не просто животное, настоящий породистый красавец. Гордый и благородный, словно наследник древнего рода. Алексей постоянно хвастался им, рассказывал друзьям о его происхождении, о том, как тщательно подбирал питание и уход. Для Виктора это была как язва в душе. Он хотел почувствовать, что у него есть что-то подобное, что-то, что сможет вызвать уважение и даже восхищение. Однажды вечером, когда Алексей уехал по делам, Виктор решил, хватит ждать. Он тихо подошел к его квартире, проверил, что никто не видит, и с помощью заранее подготовленных инструментов открыл дверь. Внутри все было привычно. Мебель, книги, диван, на котором спокойно спал кот. Его шерсть переливалась в мягком свете лампы, глаза были закрыты, дыхание ровное. Виктор не смог устоять. Он осторожно взял кота на руки, укрыл в клетку, которую привез с собой, и унес. Дни шли. Виктор держал клетку в темном углу своей квартиры, стараясь не обращать внимания на тихое нытье и царапание в прутьях. Он рассказывал друзьям, что кот потерялся, и даже с Алексеем ходил искать питомца, притворяясь, что разделяет горе друга. Но каждый вечер, возвращаясь домой, Виктор чувствовал, как что-то внутри него сжимается. Смесь вины, страха и нарастающей одержимости. Собаки, которых Виктор привез с улицы, чтобы проверить кота на стойкость, лаяли и бегали вокруг клетки, но никогда не трогали питомца. Виктор наблюдал за этим с извращенным удовлетворением. Ему казалось, что он держит ситуацию под контролем, словно бог маленького мира. Но кот был не таким простым, как казалось. В темных глазах его горел особый огонь, который не мог погасить никакой страх. Каждую ночь Виктор слышал тихое постукивание когтей по металлу, будто животное пыталось достучаться до него, напомнить о том, что свобода не в клетке. Постепенно Виктор начал видеть сны, в которых кот выходил из клетки и превращался в нечто большее, в темного стража, преследующего его по коридорам и переулкам. На работе у Виктора начались проблемы. Он стал забывать важные дела, пропускать встречи, его одолевала бессонница и тревога. Люди замечали перемену. Он становился замкнутым и раздражительным. А когда Алексей пришел к нему в гости с вопросами о коте, Виктор чувствовал, как внутри все сжимается. Однажды ночью, после особенно мучительного сна, Виктор проснулся от шума. Клетки не было. В панике. Он начал искать питомца, но вокруг было пусто. На полу лежала лишь записка. «Свобода не в клетке, а в душе». С этого момента Виктор понял, он потерял не только кота, но и контроль над своей жизнью. Воспоминания о зависти и жадности сменились отчаянием и желанием искупить свои ошибки. Но было ли уже поздно? С того дня Виктор будто проснулся в другом мире. Мире, где все было иным, не поддающимся его привычному контролю. Его квартира казалась пустой и холодной, словно потерявшая душу. Вместе с котом. Он пытался вспомнить, как все началось, что привело его к этому безумию. Алексей продолжал звонить, оставлять сообщения, интересоваться судьбой питомца, но Виктор не мог ни с кем говорить честно. Его охватывал страх, что правда разрушит не только дружбу, но и остатки его самого. Внутри разгоралось противоречие. С одной стороны, он ненавидел себя за то, что украл чужое счастье. С другой, не мог избавиться от темного чувства превосходства, которое давал ему этот акт. В одно из холодных октябрьских утр, когда город окутала серая мгла, Виктор вышел на улицу с тяжелым сердцем и решением. Он должен найти кота. Он вспомнил все те места, где обычно гулял Алексей, все уголки, где мог скрыться питомец, и начал поиски. Эти прогулки становились для него не просто поиском животного, это было паломничество по лабиринтам собственной души. Но каждую ночь, возвращаясь домой, он сталкивался с теми же кошмарами. Кот, огромный и грозный, ходил по квартире, разрушал вещи и, словно призрак, преследовал Виктора. Иногда казалось, что это вовсе не сон, а реальность, что границы между мирами стираются. Однажды ночью, когда Виктор снова пытался уснуть, раздался странный звук, тихий шорох за дверью. Он подошел и увидел, что клетка стоит на месте, но в ней никого нет. Вместо этого на полу лежала новая записка, выцарапанная когтями.
Ты не свободен. Пока в тебе живет страх и зависть, ты в клетке, хуже моей. Эти слова стали для Виктора как приговор и одновременно призыв к переменам. Он понял, что настоящая свобода — это не владеть кем-то или чем-то, а отпустить. Отпустить не только кота, но и свои страхи, обиды и желания, которые давно отравляли его жизнь. Со временем Виктор начал меняться. Он обратился к психологу, стал читать книги о самопознании, искал пути примирения с собой и другими. Алексей, хоть и осторожно, поддерживал друга, стараясь понять, что скрывается за его поступком. Прошло несколько месяцев. Виктор, наконец, перестал видеть кошмары, а в душе появилась легкость. Однажды он получил неожиданный звонок. Алексей сообщил, что кот вернулся домой сам, будто знал, где ему нужно быть. Виктор почувствовал облегчение и благодарность. Возможно, его маленький пленник стал для него учителем, показав, что настоящая сила и достоинство заключаются не в контроле и зависти, а в свободе и любви. После возвращения кота в дом Алексея отношения между друзьями стали постепенно налаживаться, но прежним Виктор уже не был. В нем что-то изменилось. Словно груз, который он долго носил в душе, наконец спал. Но вместе с этим в нем зародилось новое чувство. Страх перед собой, своими поступками и тем, что еще скрывается глубоко внутри. Однажды вечером Виктор пришел к Алексею без приглашения. В его руках была старая клетка, та самая, в которой он держал кота. Он поставил ее на пол и с тяжелым вздохом сказал: «Я хочу, чтобы ты взял эту клетку. Пусть она будет напоминанием. Мне о том, кем я был, а тебе о том, что даже самые близкие люди могут совершать ошибки». Алексей молча кивнул, и между ними возникло молчаливое понимание. Виктор начал заниматься волонтерством в приюте для животных, возможно, таким образом пытаясь загладить свою вину. Каждое прикосновение к шерсти, каждое мурлыканье дарили ему ощущение исцеления. В то же время он продолжал бороться с внутренними демонами. Порой, в моменты слабости, ему казалось, что кот снова где-то рядом, наблюдает, оценивает. Но теперь эти мысли не приводили его к безумию. Скорее, они были как напоминание, что свобода и ответственность идут рука об руку. Виктор задумался о жизни и понял, что его настоящая борьба — это не с внешним миром, а с самим собой. И если он сможет победить собственные страхи и зависть, то сможет стать настоящим другом, человеком, которого уважает не только окружение, но и он сам.